Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы на канале Астро Испирационе. Второй расклад, что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время. Обычно наши прогнозы выходят по декадам, но сегодня мы с вами рассмотрим те вопросы в этом видео, которые не вписываются в рамки времени, и те, может быть, вопросы, события, которые произойдут, конечно, в апреле. Но, может быть, предпосылки у нас конфигурация планет такова. Уже что-то происходит вот теперь в марте. Или то, что начинается в марте, оно будет продолжено в апреле. Каким-то образом это все повлияет на вашу жизнь. Вот сделаем такой прогноз без границ, без временных рамок. И давайте узнаем, достанем с вами 6 карт. А вы подумайте о чем-то очень важном, лично для вас. Не спешите. Подготовьтесь услышать важную информацию, которую, возможно, вам необходимо знать прямо сейчас. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И первая карта – что внезапно, что неожиданно для вас будет. С чем или с кем это связано? Вот эти неожиданности. Что или кто, может быть, появится неожиданно, а возможно, это и третьи лица, документы, его величества, случай, или это изменения, которые происходят в жизни людей, но оказывают влияние на вас. И к чему приготовиться, к чему все идет, что ждет вас, как изменится ваша жизнь, мои дорогие. И достанем карту, к чему же это все идет, или отдаленные события, чего ждать от апреля месяца, может быть и так, что будет дальше. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что же там для близнецов? Неожиданно, внезапно. У кого-то может быть встреча с человеком. Вы можете вдохновиться, рыцарь кубков, это ваш адрес, может какой-то человек проявлять или оказывать знаки внимания. Это может быть и знакомство с совершенно новым человеком, я этого тоже не исключаю. Для кого-то из вас, для людей семейных или для тех, кто в отношениях, все-таки кубки – это эмоции. Здесь будет какая-то добрая новость. Правда, мои дорогие близнецы, вас что-то обрадует, причем приятно удивит, скажем так. Может быть, вот эта внезапность вас подвигнет на какие-то действия. Все-таки рыцарь кубков – это всегда действие. А с чем это связано? Два рыцаря. А вообще приготовьтесь, смотрите. Ух ты, что внезапно. Сама по себе карта внезапности, неожиданности, восьмерка жезлов. Неожиданная информация, получение важной бумаги, документа, какая-то оказия, услышанная, может быть, новость в средствах массовой информации. Я иногда эту карту называю доброй трансформацией, потому что по этой карте мы набираем темп. Жизнь набирает активность. По этой карте это может быть, как знаете, нежданно, негаданно. Вы получаете просто даже какую-то весть. И в вашем сознании складывается какая-то конфигурация, знаете, это как какой-то пазл, который до этого все никак не сходился, а вот здесь вы себе говорите «пора». Добрые перемены идут в вашу жизнь, мои дорогие близнецы. Но это от вас потребует определенной активности. Как шанс, два шанса, которые тоже потребуют активных действий, может быть и переездов. Вы можете столкнуться даже с той информацией, которую вы получите совсем не от того человека, от кого хотели бы или от кого ожидаете. Вот есть элемент неожиданности. По сути дела, рыцарь жезлов нам говорит: приготовься, близнецы, к неожиданностям. И где-то может быть, также готов куда-то собраться, поехать, отправиться, может быть, что-то разузнавать или переместиться в какую-то местность, чтобы там увидеть своими глазами. Ну, кстати, у кого-то даже поедете, допустим, по делам, а может состояться какая-то важная встреча, или вас застанет какая-то добрая новость уже в дороге, в пути. Может быть, это и будет как радостная новость для кого-то из вас, которая будет связана с работой. Или, может быть, с каким-то видом деятельности, или той задачей, которую вы поставили. Правда, вместе с ней придет и, ну, вот то, что вас как открыляет, буквально. И вам дает шансы быстрее решить какой-то вопрос или дело.
Так с чем же или с кем это связано, королева мечей? Это может быть связано, конечно, с конкретным человеком. Причем тем человеком, может быть, он вам очень важен, может быть, это кто-то близкий, это тот человек, который явно вам, я больше вижу, знаком. Или, может быть, были контакты, может быть, и продолжается контакт. У кого-то это может быть связано с работой. Или какие-то, знаете, как коммуникация с персоной, с которой вы коммуницировали прежде, а потом, может быть, даже была какая-то пауза. Все же карты у нас такие. И вы встанете перед выбором. Может быть, и человек встанет перед выбором. Но явно не избежать какого-то важного разговора, мои дорогие. С чем это связано? Вопрос с деньгами. Или, может быть, вопрос с жильем, с личной жизнью. Десятки пентаклей – очень емкая карта. Конечно, она будет говорить о финансах тоже. Тут может быть как подписание важной бумаги именно финансового порядка. Может быть, у кого-то сдача отчетов или там тех отчетов, которые вы как-то по-особенному выполните. И это для вас как груз какой-то с плечей ваших сваливается, уходит, да? Или это вы что-то готовите и подготовили таки этот документ, и благодаря вот именно этой важной бумаге у вас решается финансовый вопрос, а может быть и какая-то конфигурация по документам. Но для кого-то это будут касаться вопросы дома, может быть, переезда. Ого! У кого-то тут могут касаться вопросы личной жизни, мои дорогие. Ситуация выбора. Будьте к этому готовы. Но, может быть, важный выбор вам какой-то придется сделать. И выбор ведь это, знаете, как всегда, как на развилке, правда? Словно дошли до какого-то волшебного камня, как в сказке. И нам вот отсюда направо, налево или прямо. Ну, мы в 3 стороны сразу не пойдем. Поэтому, ну, тут у нас не 3, а конкретно 2 королевы, мои дорогие. Для вас, мои дорогие девочки, здесь может быть вопрос, который больше связан, я вижу, либо с домом, ну, хотя тут и творчество, собственно, свойственно королеве Пентаклей. Но это, знаете, любая конфигурация, когда вы собственную как значимость увеличиваете, или собственную ресурсность, или пусть это будет связано, когда вы обустраиваете банальный дом. Значит, жилье сделать более комфортным. Для себя какой-то, знаете, как оплот – или как фундамент какой-то приобрести. И вот, скорее всего, королева мечей, ведь это прообраз Юдифи, как известно, как отказалась, так отказалась. То есть какое-то избавление я больше вижу от того, что наносное, от того, что, ну, может быть, и где-то оно цепляло, было интересно или интересно когда-то, вот теперь не имеет значения. 2 пентаклевые карты. Может быть, это были разные мысли, мои дорогие, а вам тут придется какую-то конфигурацию передумать. И именно в сторону благополучия. Кто-то из вас от количества перейдет к качеству. Может быть, это и в отношениях, и это тоже где-то будет очень правильный выбор. Тут правильный выбор у вас какой-то на кону, мои дорогие. Потому что это даже карты тут ни при чем. Астрологически вам именно нужно не столько количеству, или когда, знаете, вот ваша природная любознательность, это волшебное качество, но в этот период особенно для вас, потому что сейчас у нас планета Уран еще пока в Тельце, и последний вот уже такой заключительный аккорд, ну, 26 апреля, это уже через месяц, приблизительно от той даты, как я делаю расклад. Планета Урана, это мы знаем, это планета перемен. Она перейдет в ваш знак зодиака и останется там на 7 лет. В вашем первом доме гороскопа, то есть это ваша личность. Может быть, это вам пространство складывает такую конфигурацию, чтобы вот этот базис вы могли создать и подготовиться как к этому периоду. С кем вы, куда вы идете, где вы будете находиться, может быть, вопросы жилья, да, мы говорим. На какой работе? Вот тут важный выбор. И у кого-то будет совпадать, может быть, даже, когда тут и по работе, и по финансам, но где-то еще и личная жизнь, вопросы дома. А вот смотрите, к чему приготовиться, к чему все идет. 6 мечей переезд. Может быть, кто-то задумал о переезде, но это так, знаете, абстрактно, без конкретных дат. Тогда ловите буквально судьбу. Тут будет у вас как, ну, может быть, добрая
конфигурация, когда вы можете осуществить этот переезд. И тогда, кстати, карта королевы мечей может говорить даже, к примеру, купля-продажа жилья, да, если мы говорим. Потому что карты дома, карты благополучия. И тут вот именно то, что связано с дорогой, следующая карта, к чему это все идет. Поэтому если у кого-то на кону именно перемещение, смена места жительства, может быть, или купля-продажа, как я уже сказала, придется пересмотреть либо сроки, либо цену, мои дорогие, и не упустить все-таки какой-то шанс. Потому что, кто знает, я вполне могу предположить, что вам, как пространство, дает этот шанс 1 из 1000. И насколько вы им сумеете воспользоваться, это уже зависит от вас. Будущее, оно, знаете, как не написанное расписание, а мы сами творцы нашего будущего, и каждый выбор – это как новый штрих кисти, как новый мазок той палитры, той картины, которую вы рисуете сами. Не упустите, мои дорогие, какую-то возможность. Так вот, для кого-то из вас может быть еще и работа, которая связана с перемещениями, командировками. Да, пожи, вы знаете, вы можете получить какую-то новость, когда вы понимаете, нужно действовать буквально прямо сейчас. И таким образом, то знаете, тут что-то вы не сможете просчитать, но... Или, может быть, вы и просчитываете, и видите все-таки пятерка пентаклей. Тут может быть, знаете, как заминка из-за чего? Вот именно из-за денег. Рассчитывали на одно, а судьба предлагает другое. Или вот эта оказия, которая у вас может случиться в апреле, вы будете думать, нет, мне это не подходит. То есть мы можем как будто что-то оттолкнуть, мои дорогие, или от чего-то отказаться, к чему приготовиться. А потом как будто вы будете чего-то ожидать. Ну, правда, мои дорогие, вы будете очень сожалеть, если вы от чего-то откажетесь сейчас. Важный вопрос у вас какой-то на кону. Может быть, это будет связано даже где-то и по работе. Может быть, как релокация офиса. Или та работа, когда вы искали одну, а вам предлагают, ну, какой-то альтернативный вариант. Я бы сказала, обязательно рассмотрите. Потому что к чему все идет? Или мы берем, да, вот этот шанс. Это как новая, совершенно новая какая-то стратегия жизни. Это как прежний жизненный этап, мы в нем ставим точку. И устремляемся, ведь шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. А мы можем этого не сделать. Вот все зависит от вашего выбора. И тогда мы, к примеру, можем столкнуться с такой конфигурацией, когда некоторые люди нам не откликнутся еще раз. Когда мы будем ожидать, надеяться, а этого не произойдет, в итоге останутся одни воспоминания в виде ностальгии. Будьте внимательны. Как изменится ваша жизнь? Король кубков. Да, у кого-то будет меняться и личная жизнь. И я должна сказать, тут есть конфигурация по финансам, как изменится ваша жизнь. Может быть, это вы на что-то решитесь, точно решитесь. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й аркан – смерть. Это не про смерть. Очень редко, когда она о ком-то говорит, да, хотя я могу допустить. Здесь ведь может быть, как знаете, завершение каких-то прежних историй. И может быть, это те грустные истории, которые завершились уже 100 лет тому назад. Но еще где-то де юре они нас держат. Вот здесь может быть такое завершение, как по документам. Но здесь может быть и как известие, к примеру, от родственников, вот так вот, да, может быть, отдаленных родственников, или, знаете, когда вопросы наследства, вот такое вполне вероятно. Ну, или то, что оно было прежде, вы уже знали, что этот вопрос есть, но вам нужно вот именно какие-то последние аккорды будет, как сыграть именно в течение до конца апреля, мои дорогие, что-то завершается. Но есть у меня такая колода ангелов-хранителей, так вот там 13-й старший аркан, это даже не написано смерть. «Отпускай» называется. Вот вам нужно что-то отпустить. Как будто не пытаться удерживать то, что для вас не имеет никакого значения. Вот смотрите, 4 пентаклей, карта жадины. У кого-то может быть имущественный спор, правда. Вот все карты я где-то вскользь намекнула на это, или пусть это купля-продажа. Вам как будто есть возможность, пространство вам дает,
именно осуществить какую-то свою задумку. Но будет много сомнений, потому что соглашаться или нет. Или я еще подожду. Жалко терять. А карта нам говорит, ты упускаешь шанс. Точно? Вот знаете, как есть такой анекдот, он самая главная фраза «Я не знаю, вы о чем, а ехать надо». Сама по себе карта перемен, стремительных перемен. Его Величество случай дает вам какой-то волшебный шанс, когда вообще многое изменится. Качество вашей жизни изменится, изменятся ваши интересы. Но это будет связано, может быть, начало как новость какая-то или какая-то оказия, от которой вы можете отмахнуться. А потом, как я говорила, где-то сожалеть. Отдаленное будущее. Что будет дальше? В апреле. Работай, у тебя все получится. Тут будет что-то продолженное, больше вижу. Деньги, мои дорогие. Король Пентаклей. Тут у нас пара выпадает. Ну, может быть, это контакты с какой-то парой. Может быть, и супружеской. Может быть, это просто олицетворение именно вашей истории. Тут не всегда мы именно пентаклевые, точно, собственно говоря, как и кубковые. Во многих колодах это не обязательно рассматривается по астрологии именно, а имеется в виду близкие люди. Или какое-то контактное лицо, которое вы хорошо знаете. Может быть, было с ним общение. Вот здесь какое-то общение явно будет продолжено. Но тут идут как улучшение, либо взаимоотношений, потому что работа, да, показана, и у кого-то напрямую работа. Иногда эта карта говорит, что над отношениями надо работать. Но, может быть, и есть взаимодействие с конкретным человеком, и есть просто финансовый интерес. Для кого-то это будет в апреле. Правда, какая-то очень красивая и удачная конфигурация именно по деньгам. Получение денег, мои дорогие. Для кого-то работа в новом коллективе. Кто-то начнет изучать что-то, потому что часто тройка пентаклей – это как сдача экзамена. Ну, может быть, у кого-то и буквально нужно получить документы, сдать какой-то зачет, сертификат, может быть, нужно получить. Или нужно сертификат, пройти курсы. И вот это в дальнейшем, как бумага важная, она вам даст возможность подняться несколько выше по системе иерархии. Все-таки порой король Пентаклей – это тот человек, который прочно стоит на земле. Но это еще и та персона, которая состоятельная, но и где-то обладает некоторыми рычагами влияния, мои дорогие. Может быть, это вот есть такой человек очень важный. Но я могу допустить, что экзамен жизни буквально, вот как вы его пройдете, вот на этот случай или на эту оказию, или как шанс, назовем это так, и это не упустите. Давайте откроем карту совет. Вот вы знаете, есть возможность быть счастливым, но остаться довольным, для себя что-то емко важное сделать. Когда вот у нас хозяин таверны поднимает кубок за здоровье свое, ну и посетителей тоже. Я иногда говорю, это карта финансового успеха, карта эгоиста. Но мы ведь смотрим карту совет. Поэтому я уже несколько раз сказала, и карт много, вот такая конфигурация, что вот не упустить, да, вот эта фраза у меня часто звучит. Так вот, если мы говорим карта эгоиста, и это где-то нежелание, да, вот мы тоже карта жадины, 4. Когда мы не хотим подвинуться, в цене, мы не хотим рассмотреть какую-то конфигурацию взаимодействия по работе, взаимоотношений в личной жизни, у кого что. А вот как будто это сделать нужно. Меняется именно качественно ваша жизнь. Вот как этот счастливый человек, у которого и сегодня все стабильно, и завтра все надежно. Вот вам как будто в этом направлении. По крайней мере, конец марта, апрель. Какие-то не случайные случайности, важные события, информация и ваши действия, которые должны быть, буквально много действий мы говорили. Это точно с первых карт. Добрая трансформация, добрые перемены и радостные события. Вам отсюда только вперед, к заслуженному успеху. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.